Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у меня очень интересный рецепт. И мне очень нравятся вот эти добавки. Я и красную смородину добавляю в розовые томаты. Мы будем готовить маринованные томаты розовые. Для этого нам нужны укроп зеленый, петрушка зеленая, перчик разноцветный я на грядочке собрала, апельсины. Один большой, ну вот такой вот большой апельсин, можно и средний, на 3-литровую банку. У меня 3 трехлитровые банки подготовлены. И розовый томат. А розовый томат Фенда, мне очень нравится Фенда, как раз уже в августе. Она более мелкая, и она влезает в банку наконец-то, и я смогу закрыть. И у нее более нежная такая кожица. У Белфорд идет на томатные соки, а вот эти томаты идут в банки на заготовки на зиму. Итак, еще будем использовать лимонную кислоту, сахар и соль, но об этом мы чуть-чуть позже, точные рецептурные данные, тоже об этом все скажем. Итак, банки чистые, помытые, содой мою все время, раствором соды, протираю, вымываю. И теперь укладываем на дно зелень, а затем томаты. Ну и по очереди все сейчас покажем. Еще почищу перчик, для того, чтобы кусочками это красиво все было в банке. На дно каждой банки укладываю петрушечку и укроп. Зелененькие, ароматные такие. И теперь добавляю туда помидорки. Вот таким образом. А тем временем у меня порезаны апельсины, я их на половиночку разрезала, и вот такими кусочками их, видите, порезали. Сейчас я их буду уже и укладывать. Итак, беру вот половиночку апельсина и сейчас отправляю в банку. Я хочу, чтобы эти кусочки были вот по бокам. Это, во-первых, красиво. И вот я, если заметили, что я сюда не ложу. Я сюда не добавляю чеснок и лук и морковь. Потому что здесь самое главное, это у нас и перчик, и апельсин. Они дают очень красивый такой ароматный сок. Я попробовала вначале баночку замариновать. Мне понравилось. И теперь вот таким образом сделаем, снова же закладываем вот так вот, и апельсинчики, и перчик. Вот сюда можно добавить уже оранжевого перчика чуть-чуть по бокам. Ну, такие томаты получаются оранжевые, очень красивые. Сейчас еще беленького. Вот так красиво получилось. Получается у нас розовое с оранжевым цветом в сочетании таком красивом. И внизу у нас зеленушка. Вот как красиво, петрушка и укропчик. И вот таким образом красиво уложено. Аромат такой на кухне великолепный. И сейчас нужно уже будет приступать к тому, чтобы в кастрюлю заливаем воду. Вода колодезная. И ждем, чтобы она закипела. Тем временем еще крышки у меня готовятся. А теперь заливаю банки кипяточком. И накрываю крышками на 15 минут. Пусть постоят 15 минут. Вот так. Итак, мне нужна лимонная кислота. У нас 3 трехлитровые банки. На банку 4 грамма лимонной кислоты. Здесь у нас 130. 3 на 4, 12. Значит, 142 грамма должно быть показываться в этой чашечке. 139. Еще 3 грамма. 141. О! 142, 12 граммов, 3 на 4, 12. Мне понадобится на каждую банку
Вот такая столовая ложка соли сверху. 1, 2, 3. Я сразу же в кастрюле, где будет вариться уже сироп. И на банку обязательно 3 ложки сахара. Значит, у меня 3 банки, 3 на 3, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну и сюда же уже подготовленная лимонная кислота. 12 граммов тоже сюда в кастрюлю. Теперь буду сироп из банок. Он уже у меня хорошенько настоялся, этот сиропчик. Смотрите, как красиво смотрится. Очень красиво. А запах, аромат мне очень нравится. Я их называю, эти томаты, десертные. С перцем и с апельсином. А теперь снимаю крышечки, одеваю вот эту крышечку другую. Кто-то очень умно сделал и очень хорошо сделал. Смотрите, теперь заливаю этот вкуснейший сиропчик, рассол сироп. И так каждую банку, и затем устанавливаем кастрюлю снова на газ для кипения. Рассол закипел, рассол сироп. Ой, такой он ароматный. Ну а теперь заливаем в банки. Ну и остается закрыть банку консервированным ключом и отправить в теплые одежки для дальнейшего созревания. Вот здесь они будут у нас и дозариваться. Смотрите, как они красиво получились. Ну а теперь их закрываем. Обязательно укутываем. Ну а тем временем мы, авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик, прощаемся с вами. До следующего видео. Желаем вам вкусных заготовок, приятного аппетита. Делайте заготовки как можно больше на зиму. Пригодится не только зимой, весной и даже в начале лета. Всего вам самого доброго. Пока-пока.